После прекращения огня в Иране, конфликт в публичном пространстве между Турцией и Израилем только нарастает. Премьер-министр Нетаньяху сделал публикацию в своем аккаунте в X, в которой снова взял на прицел президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Между лидерами Турции и Израиля продолжается острая словесная перепалка и обмен обвинениями. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, в своей соцсети X высказался о Реджепе Тайипе Эрдогане следующим образом. «Под моим руководством Израиль продолжит бороться с иранским террористическим режимом и его прокси-силами, в отличие от Эрдогана, который помогает им и даже устраивает массовые убийства своих собственных курдских граждан». В ответ на эти резкие заявления последовала незамедлительная реакция Анкары. Сообщается, что власти Турции, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в геноциде курдов, выдали ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Помимо этого, Нетаньяху заявил, что Израиль добился исторических успехов в войне с Ираном. Исламская республика пыталась создать удушающее кольцо вокруг Израиля с помощью своих прокси-сил в Газе, Ливане, Ираке, Йемене и правительстве Асада. Но теперь мы их душим, и они борются за выживание. Мы нанесли им удар, но у нас еще много работы впереди. Глубокая слабость режима исламского терроризма в Иране проявляется на высоком уровне внутренних разногласий. В Иране все еще есть обогащенный уран, который, как сказал президент Трамп, должен быть вывезен, либо по соглашению, либо иным способом, подытожил Нетаньяху. Кроме этого, министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем аккаунте в X опубликовал сообщение на турецком языке, в котором нацелился на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также отметил представителей оппозиции, включая мэра Анкары Мансура Яваша и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который был взят под стражу еще в 2025 году. В своей публикации министр заявил, что президент Турции, не отреагировав на ракеты, запущенные из Ирана по турецкой территории, продемонстрировал, что он бумажный тигр. По мнению Каца, после этого Эрдоган прибегает к антисемитизму и объявляет показательные судебные процессы против политического и военного руководства Израиля. Глава оборонного ведомства назвал ситуацию абсурдной, подчеркнув, что член организации «Братья-мусульмане», обвиняемый в убийствах курдов, не имеет права вменять геноцид Израилю, который лишь защищается от партнеров турецкого лидера по Хамас. В завершение Исраэль Кац добавил, что Израиль продолжит защищать себя силой и решимостью, а самому Эрдогану в сложившейся ситуации было бы лучше сидеть тихо и хранить молчание. В ответ на сообщение Исраэля Каца, в котором был упомянут мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу, глава муниципалитета Турции выступил с жестким заявлением в адрес министра обороны Израиля. Те, кто говорит под тенью геноцида, не имеют права читать нотации. Как представитель власти, убивающий детей, женщин и мирных жителей в Газе, вы – последний, кто имеет право говорить. Вам не дано право угрожать Турции и турецкому народу. Сначала ответьте за совершенные вами военные преступления. История и совесть будут помнить вас как тех, кто совершил геноцид. Отметим, что еще ранее Кац обвинял Турцию в геноциде армян и заявлял, что страна, погубившая 1,5 миллиона армян, вообще не имеет права говорить о геноцидах, поскольку сама является одним из крупнейших преступников в этом плане. Ниже приведем его слова, которые прозвучали в масс-медиа еще в 2018 году. Министр разведки Израиля Исраэль Кац не видит моральных и исторических причин для того, чтобы Израиль не признал геноцид армян. Как сообщает Арминпресс со ссылкой на inetnews.com, Кац подчеркнул, что правительство должно поддержать законопроект о признании геноцида армян и осуждении массового убийства 1 500 000 армян в Османской империи в начале 20 века. Исраэль Кац также раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что тот – последний человек, который может давать уроки, но тем не менее делает это постоянно. Он призвал депутатов Кнессета официально признать геноцид армян, в результате которого погибли 1,5 миллиона человек. Кроме того, Исраэль Кац раскритиковал президента Турции за заявление о ненависти к Израилю. Он представитель братьев-мусульман и движения Хамас. И как только что-то происходит в Газе, он начинает действовать,
И делает это очень радикально, сказал Кац. МИД Турции ответил на обвинения Нетаньяху и Каца в адрес президента Турции. Нетаньяху, которого называют Гитлером нашего времени, это фигура, чья личность и послужный список хорошо известны. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Под руководством Нетаньяху Израиль предстает перед Международным судом по обвинениям в геноциде. Нынешняя цель Нетаньяху – саботировать продолжающиеся мирные переговоры. В противном случае он предстанет перед судом в своей собственной стране и, вероятно, будет приговорен к тюремному заключению. Нападки израильских чиновников на нашего президента посредством безосновательных, наглых и ложных обвинений являются результатом дискомфорта, вызванного правдой, которую мы последовательно озвучивали на всех платформах. Турция продолжит поддерживать невинных мирных жителей. Мы будем продолжать прилагать усилия для того, чтобы Нетаньяху был привлечен к ответственности. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан тоже не остался в стороне, заявив: «Нынешняя цель Нетаньяху – саботировать продолжающиеся мирные переговоры». При этом он имел в виду переговоры Ирана и США в Пакистане по вопросу прекращения огня. Отметим, что на этом фоне иранские официальные лица утверждают, что израильские государственные СМИ активно распространяют сообщения следующего содержания: «Скоро Турция». Примечательно, что именно сейчас делегация во главе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром прибыла в Могадишо, столицу Сомали, для участия в официальной церемонии приветствия нефтяного бурового судна «Чаа-Рыбей», которое несколько дней назад пришвартовалось в порту Могадишо. По этому случаю министр портов и морского транспорта Сомали Абдулкадир Мухаммед Нур поделился на своей странице в соцсетях видео с приветственной песней на турецком языке. Отметим, что в том же Сомалиленде, который отделился от Сомали, присутствует израильское влияние, и Биньямин Нетаньяху был первым, кто признал независимость Сомалиленда. Одним словом, даже там идет противостояние Израиля и Турции. К тому же ранее говорилось, что помимо противодействия Турции, Сомалиленд нужен Израилю как стратегический пункт против Йемена. Отметим, что Арабские Эмираты строят базу для США и Израиля в Сомалиленде. По данным газеты «Ле Монд», в порту Бербера на территории Сомалиленда ведется строительство объектов, которые предположительно будут использоваться в качестве военной базы Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Издание отмечает, что 26 декабря 2025 года Израиль признал Сомалиленд, что может быть связано со стремлением создать стратегический плацдарм в Аденском заливе, вблизи побережья Йемена. В регионе активна группировка хуситов, которая возобновила военные действия против Израиля 28 марта и заявляет об угрозах для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. Спутниковые снимки, опубликованные «Ле Монд», свидетельствуют о расширении аэропорта Бербера, который был построен в 1970-х годах. В то же время напряженность в регионе подогревается заявлениями из соседних стран. Муходзи Кайнеругаба, командующий армией Уганды, сын президента Йовери Мусевени и возможный будущий лидер страны, начал выступать с резкими выпадами. Он угрожает Турции, требуя $1 миллиард и самую красивую турецкую женщину в жены, заявляя, что в противном случае разорвет дипломатические отношения. Кроме того, Кайнеругаба сообщил о своей готовности отправить 100 тысяч солдат для защиты Израиля. У него в социальных сетях опубликовано еще очень много твитов на эту тему, вплоть до утверждений, что через 1 год Стамбул встретит его как героя. На этом сложном международном фоне состоялся важный телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Макрон в беседе с Эрдоганом подтвердил поддержку Франции мирного процесса на Южном Кавказе. Президент Франции сообщил о содействии Парижа динамике мира в этом регионе в преддверии саммита Европейского Союза в Ереване 4 мая. По его словам, это должно способствовать открытию новой главы с открытыми границами и укреплением регионального сотрудничества. Кроме того, лидеры Франции и Турции отдельно обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине. Следите за нашим каналом, чтобы не пропускать самые хайповые новости мира и Ближнего Востока. Оставайтесь с нами.